сейчас посмотрим чат. Готов к работе. Отлично. Раз чат готов к работе, то и мы почти готовы к работе. Сейчас переключим экранчик. Вот. Так, подрегулируем немножечко. Да, так нормально. Там может видеть. За меня видно. И меня видно. И всем будет хорошо. Так. Народ. Кто там еще не подсоединился, когда подсоединитесь, пожалуйста, напишите, кто там меня слышит и кто нас видит. И пока что расскажу, что это город Буэнос-Айрес. Прокашляемся, пропил водички. Кто-то уже подсоединился. У меня сегодня, как всегда, есть часик. Бывает такое, что я по четверам в это время здесь приезжаю по делам, жду Свету, и есть часик постримить. И решил вам рассказать, какие подарки нам готовит наше правительство со следующего месяца. То есть сегодня Хэллоуин, и на Хэллоуин нам поздравлялки готовит наше правительство. Так, уже 4 человека. Ладно, спасибо, что подключаетесь. Ребятки, ну-ка напишите насчет этого самого качества видео и звука. И будем продолжать. Вот. Здрасте, привет. О, привет, ребята. Отлично, значит, слышно, наверное, раз человеки пишут мне. Слушайте, значит, всех с Хэллоуином. Кто там его празднует, кто не празднует. Да мне по барабану, я просто так сказал в шутку с Хэллоуином. Нам свой Хэллоуин есть, у нас тут готовят очередные как бы подарочки со следующего месяца, с ноября в Аргентине. Так что всех, кого интересует экономика Аргентины, могу зачитать, какие же подарки приготовило правительство. Как говорит там этот Хардин или кто говорит, должны быть и хорошие новости. Вот хорошие новости в плане того, сразу с хороших и начнем. Ходят слухи, что вроде бы хотят придумать такую штуку, чтобы разрешить аргентинцам покупать за рубежом себе машины. Ну, раньше только могли фирмы там типа покупать, завозить, а потом тут перепродавать. А теперь ходят слухи уже 3 или 4 дня по социальным сетям. Где-то какой-то министр сказал, что они готовят закон, что аргентинец может поехать и сам себе купить машину за рубежом, завести и зарегистрировать. Ну, наподобие там поехал в Чили, купил себе там машину, там круче машины и дешевле. И приехал и говорит, что это моя машина, я ее в Чили купил. Так что это, как говорят, должны быть и хорошие новости. Я вам сразу с хороших и начал. Так, приветствую, все нормально. Ой, спасибо, написал Лев, что все нормально. Теперь, как говорит, а дальше новости, как всегда. Начинаем смотреть, что нам тут приготовило наше правительство на следующий месяц. Что будет возрастать и кто это сможет платить? Арендная плата будет возрастать, такси, вода, тарифы по предоплате. Все повышение произойдет в ноябре. Так, значит... С этой пятницы начинается повышение. Извиняюсь. Так, как минимум будет 8 повышений в Аргентине. Готовьтесь, открывайте кошельки и вперед. Которые окажут давление на карманы аргентинцев. И это несмотря на то, что некоторые компании говорят, что инфляция будет 3%, но это типа компании, которым нравится рассказывать сказки про гениальных экономистов. Вот, инфляция 3%, а подорожание, конечно, совсем не соответствует инфляции. Так, чего будет? Арендная плата, счета, тарифы на воду, на свет, на газ, частные школы будут дорожать, электроэнергия. Так, и я хочу найти типа это самое, сколько ж чего будет дорожать. А то, говорят, субсидии до черта надо платить. Вот, к примеру, скачок в этом году на что было? На... на что это тут такой скачок был? Так.
Ладно, сейчас тут дело в том, что я попросил перевести мне страницу, оно как перевело, так это самое. В общем, аренда. Арендаторы, подписавшие договор в соответствии с законом об аренде, который обновляет годовую цену с помощью индекса договора аренды, в общем, в ноябре получат повышение, которое составит уже 226%. Круто. Повышению, да? То есть, кто там переживает, что у них дома повышение там на 5%, на то, на все, у нас там типа 220% повышения. Вот, может быть, за год. Некоторые повышения, которые у нас произошли на электроэнергию, на 5-е, на 10-е, в общем, на то, что там, ну, за год на всякие энергоносители у нас 369% за год произошло повышение цен. Это и гениальности наших этих самых экономистов все рассказываю. Так, только сейчас мы уберем, типа вернем, чтобы это было без перевода. А то мне тут перевод что-то так переводит, что лучше, блин, без перевода я бы вам почитал, как говорят на испанском. Это было бы без перевода лучше. Вот, написано, если год назад аренду кто платил там 150, так, блин, извините, ребята, я правда без перевода сейчас это самое почитаю, потому что мне это попросил перевести статью аргентинскую, и это, блин, вообще какой-то. Так, значит, 8 aumentos, будет 8 повышений, которые ударят по карману аргентинцев. Инфляцион предполагает инфляцию в 3%, но alquileres, prepagas, tarifas de agua, colegios privados, это я уже сказал, что будет повышаться, теперь будет повышаться газ, люз, то есть свет и газ, и canasta de servicios públicos, тоже транспорт будет повышаться в цене, особенно в этом самом и в провинции Буэнос-Айрес и в капиталь федерале, у нас прямо в Буэнос-Айресе. Вот. Потому что сейчас без субсидий уже там в октябре было 134 песо, 134 тысячи, что-то там написано без субсидий. Ну, в общем, повышение за год 369% произошло. Алькилеры будут повышаться. Это аренда, оплаты. В общем, одним словом, нам готовят крутое повышение. Эспенса будет повышаться. Знаете, что такое эспенса, да? Это оплата за квартиры. Вы живете в каком-то доме, в квартире. Ну, в основном в квартире. И платите эспенсу. Потому что дом обслуживается, там есть энкаргадо, который смотрит за всем, там есть какой-то уборщик, у некоторых там есть и еще, к примеру, охранники в доме. Это все с эспенсой, то есть жители дома платят эспенсу, компания, которая обслуживает, она платит зарплату вот всем этим людям, плюс это ремонты лифтов, ремонты всего, и вот эта эспенса очень сильно, ну там чистка бассейна, у кого есть бассейны, эта эспенса очень сильно будет повышаться. И потому что хотят энкаргады, и все хотят этот самый повышение своих зарплат. Потому что, ну и соответственно, вот это же замкнутый круг. Если надо энкаргадам повысить зарплату, она берется с эспенсы, значит эспенса повысится. Потом повысятся все остальные цены, потом энкаргадам снова не хватит на зарплату, снова энкаргады будут требовать зарплату. Ну или не энкаргады, можем взять любого другого водителя, учителя, то же самое происходит. То есть то сказки о том, как у нас по 3% инфляция, это сказки, потому что подорожания реальные происходят, соответственно, никакие не 3%. Так, что еще? Нафта и газоль будет повышаться 2%, будет повышаться уже с 1 числа цена на бензин и на солярку. И так бензин сейчас уже практически 1300 песо за литр, то есть больше $1, если брать в реальности за литр бензина. Теперь снова будут повышать. Вот, завтра.
завтра снова бензин будет повышаться. И это, я не знаю, бензин повышается чуть ли не каждый месяц, а в некоторые места и по 2 раза в месяц. Так что это все очень-очень круто у нас. Так, некоторые вещи будут повышаться на 2%, некоторые на 4% в бензине. Чего еще у нас? Precios vigente, litro de nafta, супер и премиум. На 2% litro de nafta. Вот. Не знаю, это супер, я же говорю. Вот, который я заправляюсь, стоит 1296 песо. Я же говорил, 1300. Станет 1322 за каждый литр. Вот. Тарифас на воду. На воду будет повышаться на 4%. Завтра повысится. Так, препагас. Препага, медицина препага, это типа такая медицинская страховка, которую вы платите. Медицина препага. Так. Вот, так. Будет повышаться до 7%. Страховка медицинская. Нормально. То есть, рассказывать, инфляция у нас 3%. Угу, да, по 7% повышения каждый месяц. Зато инфляция по 3%. Такси портеньо. Такси в городе Буэнос-Айрес. Такси будут повышать себе на 50% свои цены с завтрашнего дня. Ребята, кто любит на такси кататься, поздравляю. Вот. И в общей сложности за этот год такси увеличило свои, на 250%. Свои, в общем, цены на такси в этом году увеличились на 250% общей. На 50% завтра увеличится. Валер де фича, это типа когда садитесь, там щелкает, типа до этого была 128 до сегодняшнего дня, с завтрашнего дня будет по 192 песо сразу. Такой щелк под 200 песо. Вот такое будет у нас. Что там? И ночью будет еще дороже, то есть 192, а ночью 230 будет. Вот, правильно. Нефиг тут по ночам шляться, кататься на такси. Круто, да? Ага, в такси можно возить багаж. Так вот, теперь за багаж тоже. Если багаж будет 90 на 40 на 30 сантиметров, то это типа входит в услугу поездки в такси. А если будет еще какой-то багаж, то это уже аддициональ, то есть это уже дополнительный багаж. И вы должны будете из ноября заплатить еще 960 песо то есть 1000 песо еще за каждый кучу, которая у вас там что-то везете больше одного чемоданчика. Блин, прикольно. Так, Colegio Privados Bonaerenses. Школы частные школы пригород. Bonaerenses это типа провинция Буэнос-Айреса. На 4%. То есть 3,6% подъем оплаты за школу. Так. Las cuotas de... Ага. В общем, примарий поднимется там что-то до 102, а было 22, то есть за 40% в ноябре что-то будет подниматься. В секундарии во второй школе что-то из 24 900 поднимется до 132 700. Секундария, техника, школа, вторая, еще с техническим уклоном поднимается цена за, типа из 28, там что-то до 151 и так далее. Так, кабели и телефония, телевидение кабельное и телефоны на 4%.
в среднем поднимается с завтрашнего дня. Так, хорошо. Ну вот приблизительно, да, то есть если там что-то одно поднимается на 4%, вы думаете, это немного. А когда ты смотришь там такси на 50%, телефон там на 4%, интернет еще на 4%, газ поднялся, свет поднялся. То есть по карману у тебя поднимется так, что ты, честно говоря, снова возьмешься за голову, скажешь, блин, куда мы попали? Какие великие экономисты к нами правят. Вот, так что основную тему я вам рассказал. Приветствую. Не думаю, аргентинцы переехать в Уругвай, Бразилию за лучшей жизнью. Да блин, не можно ездить по свету все время за лучшей жизнью. Надо, чтобы лучшая жизнь была дома. Что значит, вот пришел какой-то там раз, что, вся страна уедет за лучшей жизнью в другую страну, а там пришел, а вы дальше поедете? Это что, перекати поле какое-то, блин? Как это, у тебя есть дом, у тебя есть бизнес, у тебя еще что-то, ты все это бросаешь и прешься просто, блин, за лучшей жизнью? Это прикольно, конечно. Думаешь, что нет? Люди больше не радуются, но в основном не радуются, да. Да, хоть таксисты заживут как люди. Я тоже думаю, что таксисты как раз заживут как люди. Вот, особенно тогда, когда народ уже не каждый может себе метро позволить, а тут прямо вот при этом они ну просто как люди заживут. Тут у них нет денег, они побегут таксистам еще на 50% переплачивать. Ну-ну. Посмотрим, как таксисты заживут как люди. Как бы они не зажили, блин, вон там на забастовках, что теперь у них нет клиентов. Вот. Тут скорее пешком пойдут, чем заживут как люди. Ну, конечно, у кого было до хрена денег, он все равно ездил, тот и будет ездить. Но, честно говоря, не сильно-то я думаю, что кто-то от этого заживет, от подорожаний. Обидно, что такая страна досталась в управление такому президенту. Ну что ж, будем ждать, будем посмотреть, как говорят. Что теперь? Обидно, конечно. А кто же сказал, что не обидно? Ну, что досталось, то и досталось. Я знаю многие страны, у которых еще и похуже есть, если честно сказать. Так что посмотрим, чем дело кончится. Но факт в том, что, конечно, ну вот как бы все время повышения эти уже задолбали до окончательно. То есть практически это вот Макри был таким президентом, который все повышал там с утра до вечера каждый месяц. Ну, у того просто были ну, не настолько крутые. Тут у нас покруче будет сейчас. Вот. То есть, как я и раньше говорил, тут тупое обнищание народа делают и все. И за счет этого говорят, ну смотрите, зато у нас там типа доллар не растет. Ну конечно не растет, блин, у тебя не хватает заплатить за газ, за свет, какой там нафиг доллар. Кому он нужен, если у людей нет денег идти его покупать. Ну, считают, что это великое достижение, что это, блин, космические, блин, знания надо иметь, чтобы народ нищал и доллар стоял на месте. Но это выдается как за достижение. Так что пока так, ничего новенького. Но ничего, мы переживем у всех, никуда не это самое своими достижениями. Пока, как говорят, привыкнем, как когда-то было, это мне рассказывал еще один аргентинец, давно, правда, рассказывал, говорит, у нас было такие инфляции, такие повышения цен, что, говорит, идешь в магазине, смотришь, там, ну, половины ценников вообще нет. А у половины ценники есть, но ты там берешь товар, подходишь к кассе, а он тут же уже подорожал. То есть ты еще даже не успеваешь, говорит, до кассы добежать, а он уже дорожает. То есть там уже по кассам с компьютера распределяется новая цена. Вот просто хочешь бери, хочешь не бери. Так. Леонид, можете вспомнить период или год, когда вам было максимально комфортно в Аргентине? Ну, я не знаю, прямо максимально комфортно никогда так прямо не было. Если всегда что-то, ну, как бы, чем-то был недовольный. Ну, но бывало такое, что, в принципе, тебе было не накладно, скажем так, покупать продукты, которые ты хочешь, особо не накладно было. Ну, к примеру, заправить машину и поехать где-то покататься там на 3000 километров по Аргентине. То есть ты не думал, что бензин это что-то такое, типа, ну, которое надо там вот учитывать при путешествии. То есть ты мог учитывать, что хочешь, но только не бензин. То есть бензин как бы там заехали, заправили, поехали. То есть всегда ну, было немного так.
Вода всегда была такой, которая не считала, что ее там сильно надо учитывать. Ее даже не считают по квартирам, ее считают на дом. То есть счетчик на дом, потом по общий счетчик делят типа по квадратным метрам каждой квартиры, да и все. То есть такие периоды, да, были. Но было что-нибудь обязательно другое, которое тебе мозг выносили чем-то другим. Ну и экономически, конечно, аргентинцы жили лучше, скажем честно. То есть они могли себе позволить там осаду на субботу-воскресенье, мясо там с друзьями, когда большая компания какого-то поросенка купить за это самое, там на мангале приготовить. То есть такие периоды, конечно, были. Спору нет. Теперь же как бы все ты должен считать, пересчитывать, тебе ни нахрена не хватает. То есть сказки о великой экономической реформе, это остались пока что только сказки. Ни хрена я лично не вижу тут никакого вот великого экономического, как говорят, преображения. Вот просто тупо не вижу и не вижу, что я могу сказать. И, кстати, вот вокруг себя у моих знакомых тоже не видят. Так что, ну, никто не говорит, что это не изменится, что это будет всегда. Тут всегда в Аргентине все меняется. Тут, блин, бывает меняется так, что даже не ожидаешь, ни с того ни с сего, бум-бум-бум, и все, блин, по это самое. Я же говорю, вот видишь, когда рейтинг падает ниже плинтуса, тогда там начинаем думать и говорить, не знаю, сделать, не сделать, что вот, ну, может, мы разрешим, чтобы типа там аргентинцы могли себе купить за рубежом какую-то машину. Вау, какое послабление офигенное. Так. Вот, повышение налогов, удорожание товаров и продуктов, снижение уровня жизни, это сейчас тотальный пред во всем мире. Привет из Сталина. Тоже согласен полностью. Я же тоже читаю новости, смотрю за этим всем. И в принципе, это действительно так. Не скажешь, что все страны, вау, развиваются, весело живут, не убивают друг друга, а только вот в Аргентине все так хреново и хреново. Если не брать чисто экономическую составляющую, то я бы сказал, что Аргентина это еще пока что на данный момент сохраняется, ну, как бы еще одна из самых таких нормальных стран. Экономическая составляющая может двумя путями решиться. Первый путь это сидеть и ждать, пока изменится, как говорят, правительство. Сопли жевать, ждать, пока оно изменится, но оно может не поменяться, или поменяется, снова не понравится. А второе, это типа поднять попу и начать что-то другое делать. Хотите другие результаты, делайте что-то другое. Ну, то есть не смотреть на эту всю хрень, а просто заниматься своими делами и пытаться, блин, ну, как бы это самое. Правильно один говорит, вы же не пытаетесь поменять погоду, вы просто, когда идет дождь, вы же не пытаетесь поменять погоду, вы берете зонтик и идете под дождем, так и здесь. Ну, когда идет такая хрень, ну, не обязательно надо ждать и пытаться ее поменять, надо просто подстроиться, взять те инструменты, которые тебе нужны, да и жить дальше. Но в других аспектах, это же мы ноем только в экономическом аспекте, но в других аспектах ведь не-то особо нечего, да, в принципе. Пока что тихо, мирно, 90% года это тепло, солнечно, народ нормальный, шизиков мало. Соответственно, блин, в принципе, жить и развиваться можно. Вчера разговаривал с ребятами, ну, потом увидите, сегодня в 12 часов включится видео, там нету премьеры, ничего, просто включится и все. Я вчера был тоже в мастерской, и у ребят, которые приехали 2 года назад, которые здесь открыли мастерскую, ремонтируют машины, видео покажет. Но я в смысле того, что им очень нравится. Вот они приехали, нашли свое дело и хотят развиваться и жить в Аргентине. И, в принципе, ну как, если будут развиваться нормально и будет хорошего получать, то им, в принципе, это все будет вообще по барабану, что там как дорожает и что там как делается. Так как и, честно говоря, многим аргентинцам. Те, которые держат эти супермаркеты, те, которые держат эти заправки, те, которые, как говорят, при правительстве, или те, которые в больших компаниях, которые газовых, электрических, а им по барабану это все, у них повышается, и что им, блин. Это, в принципе, страдает от среднего класса и ниже. А от среднего и выше никто нафиг от этого не страдает. Так что не надо прямо там, вау, за голову хвататься, все так хреново, так хреново. Я просто новости рассказываю, как что происходит, но это не значит, что я сейчас, блин, ухвачу чемодан и полечу тут, блин, черт знает куда искать хорошей жизни. Да нет, конечно.
никуда я не полечу, и также и остальные поступят. Просто, ну, как говорят, будут подстраиваться. Что ж теперь? Ну, сейчас идешь в овощной раньше. Сейчас я водички попью. Несколько лет назад еще, ну, может, лет 5 назад, было такое, что, ну, наверное, больше немножко, что если ты там в овощном нагрузил целую такую кравчучку, как мы ее называем, тачечку на колесах, там 100 песо заплатил, да тебе там идешь, думаешь, блин, раньше за 100 песо удавили на улице, теперь на 100 песо можно там кравчучку нагрузил, ай, как много накупил. Сейчас приходишь, ну вот я вчера за мороженым ходил, 9 тысяч килограмм мороженого, 9 тысяч, не 100 песо, а 9 тысяч, то есть 9 долларов за килограмм. И что, ну думаете, людей нет? И я пришел, взял, понятно, никто не хочет столько, блин, то мороженого уже. И другие были, и за мной стояли люди, то есть брали. В овощной приходишь, картошка там несколько тысяч за килограмм. Раньше, когда мы сюда приехали, было 4 килограмма на 1 песо. Сейчас 1 килограмм 4 тысячи или 3 тысячи, не знаю точно, сколько та картошка, но где-то в таких. Вот смотрите, сколько подорожаний раз прошло. Ну вот, то есть, когда я приехал, было 1 к 1. То есть, в некоторых местах, типа на Онце, овощных, таких загудалых, было картошка, ну, обычная картошка простая, до 3-4 за килограмм. То есть, получалось где-то от доллара 25 центов. Сейчас доллар, грубо выражаясь, около 1000, а картошка стоит около 3,5 долларов. То есть вот вам реальное ну, как бы подорожание товаров из 25 центов до 3,5 долларов. Даже если брать просто в долларах, даже если не считать вот таких вот этих самых. Так что пока что при новом правительстве я скажу, что я не видел ничего такого, блин, позитивного, кроме, ну, как они там вот кричат с трибуны, но мы берем про жизнь. То есть я не вижу, что люди начали лучше жить, что-то начали лучше творить, где-то образование улучшилось, там какие-то доходы пенсионеров или среднего класса. То есть нет, в принципе, да, правят для богатых, скажем так. Ну, богатый класс не плачется, ну, богатый класс, по-моему, ни у кого в стране не плачется. Что ему нафиг платиться, если он там вот этими сервисами всеми загибает себя, аж свист стоит. Так что да. А что-то такого нового, разрешить какую-то свободную торговлю там, какую-то дать волю, как говорят, ну у нас же, как говорили, что это все свобода будет, ну простому классу, чтобы он там, ну не знаю, чуваку, который имеет киоск, маленький магазинчик или маленький сервис, чтобы он там свободно еще что-то себе смог больше работать-то нет. Так что все это так, относительно. Хотя в Аргентине всегда все меняется и меняется очень быстро. Когда сильно допрет, обязательно что-то будет меняться. Это такое. Так, какой кризис несет в себе новые возможности? Надо подумать немного. Ну, я же об этом и говорю. Об этом и говорю, про новые возможности. То есть, как правило, надо просто, ну, остановиться, посмотреть и найти ту нишу, в которой прикрыться, вот и все. А не потому, что это надо тут прямо, блин, убиваться, страдать и плакаться там и все остальное. Нам хорошо, дело идет к лету. Да, дело идет к лету, нам действительно хорошо. Сейчас самый такой период, еще и не очень жарко, но уже полностью весна. Вот смотрите, сейчас переключу камеру на ту сторону. Видите, какая свежая зелень. Сейчас ехали по Либертадору. И уже цветет жакаранда, мало еще, будет больше цвести, сейчас только-только начинает, но знаете, жакаранда это такое дерево большущее, которое цветет, и их так много в Буэнос-Айресе, что в этот период именно цветения жакаранды, ну, Буэнос-Айрес очень красиво выглядит. Уже хорошо уже в парках, хорошо уже на океане, в принципе, даже тепло, я видел, малыши там на океане уже и купаются, уже в воду залазят. Я удочки забрасывал, тоже уже в воду заходил. То есть более-менее тепло, можно уже позагорать, уже так, ну, как бы настроение улучшается. Вот. Так что это все. Батат сильно дороже картофеля, популярен. Батат, в принципе, популярен. Ну, не знаю, сколько он там, ну, как. У нас, допустим, батат любит цвета. Я не люблю батат. Он мне какой-то, ну, безвкусный. Для рыбалки только брал. А так,
Ну, все-то, если приготовить, вместе с картошкой перемешать, да, еще он даже полезен. Ну, кушаем, но чтобы сказать, что я был балдел от батата, то нет. Потому я и не знаю, там, ну, как бы дороже он, не дороже. Но, в принципе, да. Ну, типа популярен у тех, кто любит. Это же не все же одни продукты кушают. Я, допустим, и колбаса или гарбуза какая-то, если я ее не любитель, я даже не знаю, сколько она стоит. Но народ-то берет колбасу, то есть такую гарбузу длинную. Так, основа человеческой жизни – это материальное производство. Когда все ударится в виртуальные дебри, в интернет картошка будет стоить $10 за килограмм. Не является основой материальное производство, всегда было и будет. А то, что ударились в интернет, ничего плохого в этом нет. Дело в том, что всегда жизнь менялась. Это так можно сказать, знаете, когда начинался, там, к примеру, телевидение или телефоны пошли или еще что-то, можно было тоже сказать. Но все пошли, там теперь, на машинах ездят, а надо вот на конях кататься. Нет. И не все ударились в интернет, не все ударились в виртуальные дебри. Я вам скажу точно, что 50% вообще не понимает, нафиг где тот интернет находится, и никогда в жизни не поймет население. И он где сидел, там и будет сидеть. Если он вырос, там, где было производство, он будет там работать на том производстве, ничего не поменяется. А те, кто были и так на нем не работали, картошку не выращивали, то они и не из-за интернета теперь не бегут. Вы хотите сказать, что люди, которые живут в Буэнос-Айресе, они раньше типа до интернета картошку выращивали, что ли, бегали, а теперь типа, блин, уже в интернете сидят? Нет, конечно. Так что я думаю, это все, как говорят, ни на что не влияет. Сейчас вот, допустим, в моду входит, ну не то, что входит, она просто не в моду, а в жизнь входит. Крипта там, скоро будет евро, там не евро, а это крипторубль, крипто там китайский какой-то, крипто-евро уже будет. Уже все это просматривается давно. И крипторубль не раз на языке там ходил. И у нас наверняка что-нибудь такое придумают. Потому что дешевле как бы не печатать этих денег и все. Но с другой стороны, я к чему это хотел сказать? Что оно везде крутится, но это не значит, что ой, все такие умные, все там знают. Я так посмотрел, отчет такие, что ну 10% от населения что-то знает про эту крипту и что-то там ковыряется. Все остальные и не знают, и не... У меня куча знакомых моего возраста, моих друзей там есть и все. Они до сих пор с телефоном разобраться не могут. Про какой интернет вы говорите? Они не могут, блин, создать какую-нибудь там папку в телефоне, удалить, очистить память в телефоне. А вы рассказываете, что все кинулись в виртуальные дебри. Да никто туда не кинулся. Туда мог кинуться тот, кто мог туда кинуться. А кому оно не заходит, так оно ему не зайдет. И он будет там и картошку делать, и на тракторе кататься, и где попало. Так что нет. Так, страховка автомобиля сильно подорожала? Да, не хочу наперед рассказывать, но именно по страховке автомобиля сегодня в 12 на канале, в 12 нашего времени аргентинского, сейчас 9:28, так что получается сколько осталось? 2,5 часа. Через 2,5 часа включится видео именно для автомобилистов. Про страховку, как понизить страховку, сколько сейчас страховка, как купить дешевле запчасти, где дешевле поменять. То есть все такое, кто хочет вот именно по страховке, по автомобилю, буду свой опыт рассказывать, который меня прошел как раз вот буквально 3 дня назад. И видео вчера сложил, оно стоит на канале, просто включится, чтобы, ну как бы мне YouTube показывает, когда больше всего зрителей, как бы моих зрителей шастает в Ютубе, ну вот в это время и включаем. Так что именно по этому вопросу, по страховке. Какие фильмы любите смотреть или вам нравится посмотреть вечерком? Так, вот, расскажу. Значит, фильмы, которые мне нравится посмотреть. Очень кровяшные мне не нравятся. Мне нравится, в принципе, если я хочу, чтобы я уснул, я сразу включаю про космос. Документальный фильм про космос, это у меня снотворное. 10 минут я храплю как сурок.
Вот. Я прекрасно понимаю, что все это фигня, которую там рассказывают, пускай там рассказывают, что это профессор, и что это исследователи, что они вот там точно знают, что там было через 100 миллионов лет там вперед и назад, и световых лет, и то, это все для меня туфта, но я прекрасно знаю, и я с ней соглашаюсь, и меня усыпляет моментально. Это уже привычка. А так, если хочу посмотреть, я люблю детективчики посмотреть, но скажу сразу, детективчики, не знаю, обидится кто или нет. В общем, скажу так, русские фильмы я не смотрю. И вот что-то мне последний год как-то они вообще нафиг не заходят. Вот, стараюсь посмотреть какие-то легкие детективы, где поменьше всяких кровяк, где поменьше там рассказывают это, наподобие французских. Вот берете французский детектив, там вечно какая-то женщина-следователь с каким-то следователем пришли, увидели там кого-то убитого, там пару раз показали этого убитого, дальше они ходили, кого-то спрашивали, кто-то там сам признался, ну такой легкий детективчик. Вот, последнее, что я пересматривал, 3 сезона сериала, не знаю, как он правильно называется, но он не последний год, уже раньше он создан, про одну, типа, про судмедэкспертов. Вот. Но именно судмедэксперты в каком плане? Это детектив, как они, типа, там по каким-то крупицам найденным где-то там под ногтем или еще где-то в каком-то шарике там найдено. Типа, определяет, кто убил, раскрывает дела. Вот такое, там, 3 сезона, там, такая женщина, бывший хирург, которую уволили или уволилась, в общем, пошла в судмедэксперт и такая крутая, типа, это самый судмедэксперт. Потом для увеселения сейчас смотрел, но уже, наверное, смотрел там «Побег из тюрьмы». Тоже там фильм, где брат сел за брата, чтобы его там организовать побег какой-то там вот из тюрьмы, бо брат не убивал брата сенатора, в общем, такое все. Но, честно скажу, он мне выдержал его где-то серии 15 первого сезона и выключил, и вытер. Ну, он мне уже просто надоел. Они бегают по этой камере туда-сюда, уже 15 серий. То они с камеры туда, то они с камеры сюда. То есть уже как бы я перелистнул даже на сезон и вперед, смотрю, они снова в этой камере бегают. Думаю, не, блин, уже достали, все. Так что такое, если хочу спать про космос, если хочу так чуть-чуть слабенький детективчик, но без многих кровяк, там, вот такого стиля, что там. Так что я пока смотрю такие. Я вам советую посмотреть сериал «След». О, спасибо, запомню сейчас. Кстати, не запомню, а запишу сейчас, смотрите. Кстати, знаете, да, что это классная записная книжка. Берете так пальцем в телефон, так хоп, ручка вылазит. Раз. И теперь пишем. Вот, видите, появляется такая, так, сериал. А я ж пишу, блин, это вообще, видите, вот я для себя вот так пишу. То есть испанские буквы, русские слова, я понимаю. Так, «След». Мне легче так. О, сериал «След». Все, ручку назад засунул, телефон запомнил. Поищу обязательно. Спасибо за эфир. Класс, спасибо. И вам же пришли посмотреть на меня, пообщаться. Да лучше всего вот просто так пообщаться. Просто у меня есть, ну не всегда по четвергам, но так бывает, что в это время Света приезжает тут по делам своим, а я сижу в машине и ее жду. Эти дела ее длятся 1 час, говорю, там мне что, ты будешь по делам сидеть, что я постримлю в это время, с кем-то пообщаюсь, на что-то поотвечаю. Вот, день у нас сегодня будет немножко такой моторошный, забитый. Сегодня вот сейчас здесь побудем, приедем, так сказать, туда-сюда будем встречаться тоже с друзьями нашими, с аргентинской женщиной одной, которая к нам придет. Кстати, вот по поводу тоже, типа, придет, чтобы я ей помог там с ее телефоном разобраться. Заодно посидим в кафешке, попьем кофе, давно не виделись. Я помогу, Света останется с ней по языком потрендеть новости туда-сюда, а я ей помогу там с ее телефоном разобраться, что-то у нее там не получается. Ой, дальше пойду, мне надо с магазином, с товарами разобраться, потому что эти подорожания занимают много времени. В магазине в каком плане? Я же беру товары для продажи в интернет-магазине, вот рыболовном, с разных этих поставщиков и с разных марок.
Соответственно, получается так. Каждый присылает потом так. Это подорожало настолько, это подорожало настолько. Вот такая-то марка подорожала настолько. И все время надо пересматривать эти товары и сидеть перелистывать, пересматривать, сколько они у поставщиков, сколько они теперь у тебя. И вот это занимает эта туфта. Я попробовал как бы сделать так, чтобы оптом типа или по категориям, или по тому, или по всему, но в некоторых случаях это помогает, а в некоторых случаях нет, потому что брать, просто поднимать категорию удочек там, или брать, поднимать категорию катушек каких-то, а потом раз, а какая-то из них нет. И получается, что у тебя там очень уж дорого, что типа цены задрал. Вот, так что хорошо. Так, приветствую, как бодрость духа, бензин перестал дорожать? Нет. Так. Как по вашим ощущениям, народ из СНГ все так же прет? Конечно, прет. А что вы думали? Там что-то поменялось на той стороне, что они не будут переть? Просто сейчас меньше, ну, во всяком случае, я не знаю, меньше прямо вот это бэби-бум прекратился такой. Во всяком случае, о нем не говорят. Может, уже более одиночно едут, но не целыми самолетами рожи не свезут сюда, чтобы паспорта получить и свалить. То есть вот это может там немножко притихло. Во всяком случае на языку ни у кого нет, ну и прямо там уже не ходят друг за другом по 5-10 беременных. А так просто люди, конечно, едут, бесспорно едут, а куда им деваться? Что думаете, большой выбор на той стороне есть, куда поехать, куда свалить подальше от этого всего, как говорят, от войны и всего другого. Так что да, едут. Едут. Кто, конечно, на время едет, пересидеть, кто-то едет, паспорт получить и дальше куда-то свалить, а кто-то, я вот был у ребят, устраивается, находит свой бизнес и пытается жить дальше. Так что у каждого своя причина, у каждого свои, как говорят, надежды, то, что он будет тут делать, то ли просто пересидит, то ли будет устраиваться. Но то, что ехать, да, едут. Бензин дорожать не перестал, завтра снова подорожает на 2%. Я уже в начале этого стрима как раз на эту тему и рассказывал. Вы в метро давно ездили? Сколько сейчас стоит? Не знаю, сколько сейчас стоит. Я в метро ездил, месяца 2 назад. Да, месяца 2 назад, наверное, ездил в метро. Так что, и тоже не помню, сколько стоит. Если вы меня правду скажете, мы же платим карточками такими, типа там субы. Прислонил карточку, оно сняло. Если у меня сейчас откроется на телефоне приложение этой субы и покажет, сколько стоило 2 месяца назад, сколько я... Вот это после этого долбаного какого-то гриппа или чем мы там переболели, уже, наверное, месяца 1,5 прошло, как кашляем, все равно вот или хрипишь, то есть где-то внутри уже хоть и в спортзал ходим, хоть и снова уже начали все физические свои упражнения, а все равно где-то вот такое вот остается похрипывание, особенно на всяких стримах, на том, на сём. Кто-то пишет уже там на WhatsApp, потом посмотрю, что он там пишет. Так, что я обещал, субы посмотреть, если оно у меня тут стоит. Если откроется приложение... да не, его надо еще актуализировать. У меня просто на том телефоне, оно стоит, на котором я веду стрим. А на другом, как бы, это у меня второй телефон, такой же самый, он дублированный. Но на нем не всегда я все актуализирую, правильно? Так что не могу сейчас открыть субы, чтобы посмотреть, сколько стоило последний раз. Хотя можно почитать сейчас. Одну секундочку. Одну секундочку, я вам сейчас скажу, сколько субы стоит. Метро, в смысле, наше. Так, значит... Precio de subte, Буэнос-Айрес. Сейчас... Так, Зауст, это устарело. Ну, сейчас, что-то есть. Тарифы нынче.
Вот тут, наверное. Так. Тарифас де субе. Так, от 1 до 20 виахес 757. Вот правительство Буэнос-Айреса пишет, сколько стоит метро. Вот, значит так, метро стоит, там разные тарифы есть. Якщо от 1 до 20 поездок, то 757. Если от 21 до 30 поездок делаешь, то 605. Если от 31 до 40, то будет 529. Больше 41 поездки 454. Вот вам приблизительные тарифы. Узнали, да? Так, Леонид, сколько стоит новая машина, такая как у вас, если в салоне брать за деньги? Ну, да, понятно, что в салоне брать за деньги, но если вы думаете, что вы придете в салон с мешком денег, отдадите и вам дадут машину, то такого не будет. Вы должны будете все равно эти деньги зачистить на их счет, так что и получится это перечислением. Так что просто не думайте, что это так. Пришел с мешком денег, говоришь, вот рюкзак бабла, блин, я хочу в эту машину сесть и уехать. Такого в Аргентине вы не найдете. Вот, я имею в виду в официальном салоне в новом, с новыми машинами. А сколько такое стоит, сейчас скажу. Сейчас скажем. Да что ж такое. Прямо неприятно кашлять, но куда деваться, ребятки, так оно и есть. Так, сейчас. Да, задолбало. Так. Элихим. Чё рулит? Предлагают, вот, допустим, Шевроле предлагают в квоты брать такие машины. Не могу найти, сколько стоит без квот, чтобы просто прийти и взять. А ну, так, Моделюс. Оникс, к примеру, возьмем Оникс. Сиенте. Смотрим. Капиталь Федераль. У нас в Аргентине. Локалидад, допустим, Бельграно. Концессионарио. Да, вот хотя бы вот эти. Сиенте. Ой, начинается. Напиши свое имя, напиши свою фамилию, с вами соединятся и вам скажут цену. То есть пока даже на странице не могу на Шевроле найти конкретную цену, чтобы вот типа пришел, купил. Или в план предлагают, то есть ты будешь платить там что-то, насколько потом получишь. Или типа напиши свои все данные, с вами соединится представитель вам потом скажет. Они, наверное, сами потом выбирают каждому сколько кто. Раньше было, типа нажимаешь, а это стоит столько, это стоит столько, это стоит столько. А теперь, блин, даже найти не могу. Представляете? Так, веникулес, тодос, авер, тодос. Допустим, возьмем, я шукал Ониксы, как у меня, ну тут, коносермас. Так. О, нашел. Такая, как у меня, новая стоит. Вам видно или нет? Вот. На официальной странице Chevrolet 25 миллионов 500. 25 тысяч долларов, грубо выражаясь. Потому что там оформления будут, номерные знаки, все вот это вот хозяйство. И то это написано DSD, то есть от 25 тысяч. Это самая примитивная комплектация. От версион. Потому что самая примитивная 25 500. Чуть больше, ну типа там диски покрасивее, лампочек побольше, все такое. 27 миллионов 400, 27 тысяч долларов. Ну вот где-то так. То есть вы поняли, да? Хотите еще сказать что-нибудь по Chevrolet? Сейчас мы вам найдем еще какой-нибудь Chevrolet. Ну, допустим, Onyx Plus. Это такой вот красненький с багажничком, видите, вот. Вот это такая, как у меня, сверху стоит. А вот уже с таким багажничком тоже Onyx, только Onyx Plus называется.
Коносер Мас. Смотрим, сколько такая стоит. Раньше такая называлась по-другому, теперь типа у них плюс. Тыки, давайте. Смотри, даже дешевле, 24 800. Вот, 24 миллиона 800. Грубо выражаясь, около 24 тысяч долларов. Потому что не забывайте, что новую машину, у нас есть такая вещь, что ты будешь за номера платить, так как ты первый этот, который тебе будет оформление номеров, растаможку будешь оплачивать ты, потому что они делаются в Бразилии и все в таком духе. Значит, вот эту всю фигою наложится на тебя, кроме стоимости машины. Там будут дополнительные затраты. Так. Жаль, что нет Светы. Света, мне кажется, лучше знает всю информацию об Аргентине. Конечно, лучше. Она постоянно там сидит в этих новостях. Спору нет. Никто и не говорит, что я лучше знаю. Я знаю только то, что меня интересует. В принципе, сидеть и вот это рассматривать с утра до вечера, что где происходит, это забота женщины. Мое дело другими делами заниматься. Так, в связи с тем, что дорожает бензин, на дорогах свободнее стало, да незаметно, чтобы прямо там свободнее стало. Думаю, нет. Думаю, ну, я лично не заметил, чтобы стало свободнее. Вы бывали или хотите побывать в Барелочи? Что думаете об этом месте? Один раз был в Барелочи. Место хорошее, красивое, туристическое. Для жизни, не для бизнеса. То есть бизнес там все с туризмом связан. То есть всякие подъемники, где на лыжах кататься. И все в таком духе. В основном Барелочи это горный курорт, скажем так. И все с этим связано. Город не такой, как Буэнос-Айрес, где там высотные дома стоят и все. Нет, такой, ну, наподобие районного центра, скажем, вот так вот. Но все крутится вокруг горного туризма. То есть, если вы не знаю, чем там заниматься, если какой-то доход и просто там жить, тогда да, нет проблем, очень красиво. Горы, леса такие, можете там зверобоя насобирать, зайцы бегают, и в горах кондоры летают. То есть красиво, конечно, спору нет. Но заниматься так или какими-то услугами для горного туризма, или же какими-то совсем другими делами, которые вам приносят доход. Жил бы там, конечно, жил бы, если бы знал, чем я там буду заниматься. Вот. Все из дерева в основном сделано, то есть всякие дома, строения, это все из колод, из дерева, такое все. Банки, идешь там, банку, допустим, сделаны из таких, с древесины. Нормально, красиво. Так, выращивают форель, то есть как этот форель. Ну да, форель, она и есть форель. Вот, во всяких этих самых рыб выращивают, такое все. Грибы, наверное, растут, но мы были в то время, когда грибы там не было. Даже летом внизу жарко, наверху снег лежит, то есть можно подняться на гору наверх и покататься на санках. Так что красиво. Где сыновья сейчас? Где? Здесь сыновья сейчас. Один все, диплом защищает, другой работает, так что в Буэнос-Айресе сыновья сейчас. Свете, привет, сейчас придет, передам. Так, как по надежности будет это «Шевроле»? Ну, меня устраивает кое-какие вещи, надо изредка менять. Вот будет сегодня фильм, там покажу, как менял там, и где менял опору на двигатель. Заменил, потому что давала тряску в салоне. То есть, оказывается, это просто резина уже была, износилась, и оно било по железяке уже, эта опора, и, соответственно, передавалось, громыхало в салоне. Сегодня так радуюсь, еду, тишина такая вообще, вот, тихо-тихо. Больше всего, что меня радует в такой машине, это ее расход. Расход бензина. Это самое прикольное, которое меня больше всего радует. Вот. Немножко шумные в каком плане? Когда двигатель заводишь, в принципе, ты покупаешь новую такую машину, заводишь двигатель, ты в салоне даже сразу не сообразишь, что по приборам надо смотреть, то есть работает этот двигатель, не работает, то есть двигатель хорошо с этим. А вот когда по трассе идешь и какие-нибудь асфальт такой, знаете, немножко с этим более грубый, то шум колес передает, вот больше всего, что мешает, этот шум колес. Как-то они вот в этом плане, не знаю, как звукоизоляция от шума колес, вот она вот как бы больше всего раздражает.
По бензину, к примеру, я здесь промерял, заправлялся. К примеру, мы едем в отпуск туда, вот, китов смотреть. Один раз так ездили с Максимом. Здесь на выезде заправились. Полный бак. Там 55 литров. У меня оставалось чуть меньше, чем четверть бака. Еще лампочка не горела, резервная, ничего. Я начал второй раз заправляться. Я уже проехал 800 километров. То есть это было аж за Баией Бланкой, на выезде за Баией Бланки. Это мы заправлялись второй раз. По третьей дороге ехали. То есть где-то 800 километров, и у меня еще лампочка не горела. То есть вот это вот вариант меня очень радует в такой машине. Понятно, это не машина для перевозки грузов, это больше такая машина, там, ну не знаю, поехать куда-то, семейный такой автомобиль. Взять свою жену, бросить там кучу денег сзади, какие-то шмотки, и куда-то поехать, вот в таком духе, да, ты там едешь себе, наслаждаешься жизнью. Если вы собрались что-то в такой машине возить, перевозить, то ну это не грузовой автомобиль, вот. Тогда уже надо с какими-то большими багажниками, с тем всем. В основном я делаю в машине каждые 10 тысяч, ну, бывает 12 тысяч пройдет, и я делаю замену масла, это всегда делал, и фильтров всяких, и все такое, что нужно делать. Каждые 50 тысяч делаю там такое обслуживание, как в моторе ремни, там, и вот там амортизаторы. Пока что только один раз, вот уже прошел 135 тысяч, один раз только менял резину. Первая резина износилась, когда было 80 тысяч. Вторая еще нормальная, прохожу техосмотр, меряют везде, все нормально, еще не изношенная. 2 раза, по-моему, менял колодки тормозные за это время. Ну, то есть, таких сильных, как бы, чтобы какие-то там поломки, то есть, это у меня еще тьфу-тьфу-тьфу, постучать, как говорят, по башке или по дереву, то еще и не возникало. Так, Света уже идет. Скоро будем заканчивать. Привет я им передам. Так, убийство в одном доме. Классный детектив. Сериал с хорошими актерами. Сейчас тоже запишу. Тебе тут все приветы передают. Говорят, без тебя вообще тема не идет, потому что Света лучше знает о жизни в Аргентине. Я, да. Ну, а я это подтвердил, говорю. Конечно, Света лучше Леня знает. в Аргентине не живет. Да. Так. А что там говорят? Убийство. Правда? Ну да, правда, что тут так и пишут, хочешь, я перелистаю, тут написано. Сейчас только запишу, тут скажут, что убийство в одном доме. Ну, хорошие, мы про фильмы еще разговаривали, кто что смотрит. Я сказал, что у меня детективчики, но такие не сильно там кровавые. В одном доме. Это типа убийство лысого в подвале называется. Все, спасибо, посмотрю, поищу, я типа записывал, которые там детективчики. О, Коломбо, французский сериал интересный, тоже надо поискать будет. Ну ты потом посмотришь комментарии, Да, откроешь и почитаешь. народ, все, я говорил, у нас сегодня день занятый, спасибо за внимание, мы поехали.